Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, Таро расклад, судьбоносный ноябрь 2024. Возможно, все. И правда, планетарные транзиты могут для нас любые неожиданности готовить, и их тут в ноябре сразу несколько. Сам по себе может быть некоторый период как напряженный, или когда что-то вокруг нас меняется, и не случайно ноябрь месяц связан с тем, что многие прогнозируют, что это может измениться в целом, какая-то структура, порядок. И много транзитов важных, которые проходят в знаке зодиака Телец. И я говорю об этом, потому что это влияет в целом на всех нас, поскольку с Тельцом ассоциируется наше благополучие. Почему и где-то даже разные существуют прогнозы, я уже не о Таро, о том, что какая-то структура в целом в мире может меняться. Это может быть как игра приоритетов. Мы скорее об этом еще пока не узнаем именно в ноябре. Но как переформатирование мира может происходить, а также изменения на фондовых валютных рынках. И это тоже в конечном итоге затронет каждого из нас. И в последующем нам придется к этому как и адаптироваться, так и, возможно, несколько по-другому организовать свою жизнь. И если мы говорим о знаках в целом зодиака, водные и земные знаки как раз имеют влияние возвращения Плутона в Козерог. И перед своим окончательным уходом ваш знак зодиака, мои дорогие водолеи, это произойдет с 19 на 20, он призывает совершить их некоторое образование. И пусть вы не относитесь к этой стихии Земли, ваша стихия воздух, но у вас могут быть партнеры, у которых сейчас в жизни происходят вот такие перемены, и пусть косвенно, но это как-то оказывает влияние на вашу жизнь. Или если вы имеете, к примеру, асцендент в одном из этих знаков, вода, стихия, да, или стихия земля, вы можете это острее прочувствовать. Это все те транзиты, которые тоже не происходят в один день. Это плюс 2-3 недели до того и после. И ваши знаки зодиака, как раз воздух или огонь, получают сопровождение Юпитера в Близнецах. Да, Юпитер ретроградный, но это ретроградность с одной стороны, она нам в плюс, потому что когда в прямом движении мы более самонадеянны где-то, а здесь время такое, что тут нужно принимать что-то альтернативное. Но еще и энергия Марса предприимчивая, оптимистичная, во Льве, который будет длиться весь ноябрь, с 4 ноября по 11 декабря, с заходом на декабрь. И это помогает, может быть, в некоторых вопросах словно преодолеть себя, на что-то решиться. Или кто-то может получить престижное предложение, решить какой-то вопрос, но это, скорее всего, тот, которым вы уже прежде занимались. Полнолуние у нас будет 15 ноября, и это тот день, когда еще и Луна будет в сложном соединении с Ураном, мои дорогие. Поэтому само по себе время, когда мы должны быть готовы к неожиданностям. И лучше взять паузу, если мы в чем-то не уверены, чем что-либо форсировать. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И первые 3 карты – события ближайшего будущего. Чуть не перевернула. Откроем попозже. События ближайшего будущего. И 3-ю карту тоже события ближайшего будущего. И еще 3 события отдаленного будущего. Условно начало, где-то может быть середина и конец ноября. События отдаленного будущего. И 3-я карта событий. У нас 2 колоды, которые прорисовал Чиро Маркетти. И первая колода золоченого Таро, а вот это Таро снов. И мы на ней достанем такую карту. В чем риск? По мнению карт. Будем реалистами, конечно. От чего вы откажетесь? Что малозначимо будет уже для вас? Или сочтете неуместным? Может, и завершите что-то, узнаем. Что скрыто? Что вам помогает? И достанем одну карту как совет или итог. События ближайшего будущего. Ох, тут действительно у вас что-то по судьбе. Верховный жрец или иерофант. Это карта и ученика, и учителя. К вам могут обращаться
за советом, и вы можете тоже что-то изучать. Своеобразная перезагрузка какая-то идет, но, скорее всего, вы где-то сами за последнее время могли ощущать, что, да, и правда, какие-то энергии и вокруг меняются, и меня как будто заставляют измениться. Или ряд вопросов вас заставил где-то, возможно, рассмотреть для себя новые позиции, новые возможности. Но, видимо, форсирование такое активное, оно пойдет уже где-то после 20 ноября. Или ряд вопросов, которые могут у вас более проясниться. Вот пусть не для всех, но для кого-то это проиграется. Здесь могут быть как подготовка документов или осуществление, допустим, когда мы пересматриваем брачные договоры, соглашения, контракты, как и по работе, так и, может быть, по некоторым темам вашей жизни, или это может быть как ваше творчество. То есть у нас Верховный Жрец – это еще символ стабильности, надежности, порядка, системы где-то. Против системы не идем, это точно. Может быть, формируется какой-то новый порядок, и вы можете это прочувствовать. По этой карте это карта надежности. Ну и одновременно Верховный Жрец нищий не бывает. Поэтому, в принципе, стабильная ситуация для вас. Так нам в целом обрисовывают, по крайней мере, на событиях ближайшего будущего карты. Но и от вас как будто призывает эта карта делать так, как максимально надежно. Может быть, и придется пересмотреть свое окружение или более так скорректировать планы с учетом внешних каких-то обстоятельств или возможностей. Иногда эта карта может буквально, если мы про ритуалы говорим, бракосочетание, даже венчание проходит. Увы, у кого-то и бракоразводный процесс может пройти, если уже к этому были предпосылки. Давайте мы посмотрим второе событие. И все то, что я сейчас сказала, эта карта дважды усиливает по аркану справедливость. Это всегда причина и следствие, и правда, у кого-то могут быть юридические оформления или конкретно это те персоны, которые принадлежат к высшей, словно, ступени иерархии. Это могут быть и люди, высокие чиновники, которые наделены зонами как влияния или имеют возможность, они отвечают за свои слова. Может быть, вам придется согласовывать юридически тот или иной вопрос, и тогда обе карты говорят, ты должен подкрепить свои намерения, возможно, знаниями, как это будет правильно сделать по закону. Вот не должно быть противоречия. Да, карта справедливость может говорить и о завершении, или, может быть, продолжается какой-то вопрос, который как слушание в суде. И тогда по аркану справедливости у нас весы, баланс. Может быть, некоторые вопросы, вам нужно подойти к ним более гибко, договориться, может быть, медиаторство. Может быть, где-то и самому подвинуться, так поступиться с чем-то, чтобы не было конфликта. Могут быть и ситуации, когда словно Вселенная вам помогает, и поэтому, почему нам говорят причина-следствие. И даже если мы сделали что-то прежде, хорошо, помогли кому-то, пространство нам возвращает эту энергию, может быть, помощью других людей, не тому, кому мы помогали. Но и тот вопрос, когда мы где-то наследили, что-то сделали не очень корректно, вполне вероятно, нам тоже как заключительный аккорд может возвращаться, и нам придется с каким-то вопросом, темой, задачей разобраться окончательно, внести ясность, баланс. Сам по себе аркан говорит, сохраняй гармонию в душе, баланс, и, безусловно, дипломатия помогает. Два старших аркана. Паж мечей – это своего рода обучение, или когда мы хотим увидеть более беспристрастно, что же есть по факту. У кого-то могут быть банально вопросы, связанные с вашими детьми, и я могу даже допустить, у кого-то и конфронтация могла быть, причем и с детьми достаточно взрослыми. Здесь вы как раз можете примириться или какую-то тему очень важную проговорить. Ведь чаще всего мы друг друга не понимаем, потому что каждый из нас упирается в какую-то свою либо догму, либо представление. Но, видимо, вот этот баланс, чтобы не было какого-то конфликта, вам придется принимать решение. Может быть, в зависимости от каких-то других решений по части вашего
бизнеса, работы, вашей занятости или увязывая с какими-то внешними событиями. Вы где-то можете сами от чего-то отказаться. Но по пажу мечей мы готовы учиться, искать информацию, и мы более беспристрастны. И вот, видимо, для вас быть как с одной стороны немножко самим по себе, но это не значит, что мы настаиваем на своем. Нет, тут задача по-новому увидеть какую-то правду. Вот как-то так. События отдаленного будущего. Сложновато может быть десятка жезлов. И с одной стороны карта говорит, у тебя хватит, Водолей, сил дотащить эти 10 жезлов. И все же. А надо ли задать себе вопрос? У вас два старших аркана, повторюсь, серьезных. Поэтому тут могут, как и события извне, влиять на ваши планы, на события настоящего. Может быть какой-то перегруз, когда нужно успеть буквально в один день сразу в несколько мест. И как это мне разорваться? Вот такие вопросы могут быть. Поэтому будет и усталость. И поэтому эта десятка жезлов нас призывает к тому, чтобы мы делегировали часть своей какой-то работы, обязанностей или даже помощи кому-то другому или тому, кто может это сделать. Правда, может и прийти помощь, как я уже сказала, да, если мы сделали что-то хорошо. Но, видимо, есть и те вопросы, которые зависят, мои дорогие водолеи, лично от вас самих. Где-то будет напряжение, может быть, как и физическое, так и интеллектуальное. Но если мы максимально расчистим свое пространство, чтобы не включиться в ту тему, которая больше нужна не нам, а кому-то, ведь это тоже своего рода итоговая карта, десятка по максимуму, поэтому с чем-то разобраться определенно предстоит, может быть, как и в начале месяца, так и с продолжением. Карта праздника, тройка кубков. С одной стороны, у кого-то это может быть как в отношениях и какие-то треугольники, безусловно, когда это вы уже устали от какой-то неопределенности, и вот этого баланса разобраться вам как раз и захочется. Может быть, это вы можете произвести какие-то важные откровенные разговоры и внести больше ясности, и после этого вы будете действовать уже в соответствии с законом. Но сама по себе тройка кубков и в этой колоде – это просто праздник. Поэтому, мои дорогие водолеи, у вас получится какой-то важный вопрос решить. И вы порадуетесь попросту. Все же это карта радости в первую очередь. Давайте мы посмотрим еще одну карту. И вы закрываете в прошлое дверь. Я хочу немножко прояснить, чего это может касаться. Две десятки, правда, завершение идет. Может быть, вот этот заключительный аккорд не совсем простой. Не так легко с чем-то определиться. Но по десятке мечей это то прошлое. Как это может быть и конфликт какой-то, так и то место или то время, где мы себя обезоруженными чувствовали. Когда нам ведь буквально бездыханное тело показывают. Ну, это, понятно, аллегория, утрированно, гротеском нам художник показывает. То есть для того, чтобы мы потерпели какой-то в прошлом фиаско, достаточно было одного меча, а в нас вонзили 10. И эта история однозначно какая-то у вас завершается, или вы сами хотите поставить в чем-то точку. И разделяют вот между вот этим закрытием дверь в прошлое, да, или окончанием чего-то посередине праздник. Вам, правда, с чем-то нужно разобраться, расставить все по местам. Чего это может касаться? Нам не говорят о какой-то сфере жизни. У вас два старших аркана. У кого-то личная жизнь, у кого-то вопросы вашей занятости или денег. Но это еще и попутно как раз ваши какие-то достижения. Кто-то из вас банально будет именно ходить по кабинетам, по чиновникам, согласовывать те или иные вопросы. И нам карта вторит где-то верховному жрецу, помимо традиции и какого-то регламента, есть еще миропорядок. Есть порядок в какой-то структуре. Есть те вопросы, которые вам именно с учетом того порядка, который есть на данный период времени, вам нужно согласовать, оформить или попросту договориться. Это могут быть и сильные мира сего, поэтому аркан нам говорит, вы уважаете власть, и власть тогда уважает вас. И если даже буквально нужно войти не в один кабинет, а в несколько, а вы думали решить какой-то вопрос быстрее,
Помним, ретро-Юпитер может несколько притормаживать энергии, но значит нам нужно окончательно с чем-то и разобраться. Это тоже своего рода, как вам в плюс как-то будет зачитываться. Что это еще? Вот все то, что я сказала, не торопиться. Больше энергии на самосохранение. Четверка пентаклей, карта жадины. И поэтому мы себе не должны навредить. Давайте я спрошу еще. Может быть, вопросы, кстати, по части денег. И вот смотрите, четверка пентаклей – это всегда какая-то неспешность, а вот восьмерка жезлов – это когда мы набираем темп. Поэтому неоднозначный такой период, когда будет и вот эта чрезмерная загруженность, или когда буквально информация сама по себе, может быть, новость врывается в вашу жизнь и вас словно переформатирует. По восьмерке жезлов мы должны на что-то откликнуться и не упустить время. Поэтому, может быть, и карты говорят, да, ты подводишь баланс, и энергии совершенно разные. И это все равно, так или иначе, как будто с законом может быть связано, или с менталитетом, может быть, в той стране, где вы проживаете, или что-то вам нужно сделать основательно хорошо, чтобы не осталось того послевкусия, который через какой-то период времени к вам может вернуться, или использовать какой-то момент прекрасный. Мои дорогие водолеи, опять же, старший аркан император, и в конце у нас восьмерка жезлов, это отчасти аркан и трансформации тоже. И в тему две десятки, что что-то завершается. Уже время смотреть в будущее с оптимизмом. Давайте мы спросим, в чем риск? Деньги. Деньги сохраняем, скорее всего, но если это тот вопрос, который касался каких-то споров имущественных, вы как раз можете найти вот это среднее арифметическое, чтобы были и овцы целы, и волки сыты. Договориться, правда, в этот период времени вы подвести баланс определенно сумеете, может быть, используя дипломатию. Но в чем риск? По этой карте сами по себе финансы проходят или какие-то согласования. Когда деньги есть, у нас такие энергии больше работают. Мы самоуверены. И поэтому себе не помешать. Или где-то, может быть, не вложиться раньше времени. Я не могу, глядя на все карты, сказать, что это прекрасное время для инвестиций. Поэтому как-то очень вдумчиво. Ведь это карта эгоиста еще, мои дорогие, я так ее называю. Это когда те энергии, когда хочется сделать что-то по-своему. И будет эта уверенность или где-то самодостаточность, ведь об этом тоже говорит карта. Но, значит, самодостаточность, она не должна затмить глаза и вас словно привести к какому-то риску. Не рискуйте, у вас серьезные карты императора выпадала как подсказка, да и здесь у нас аркан справедливость. От чего вы откажетесь? Ну, деньги как будто есть, деньги будут. Ну вот у кого-то будет история конкретно личная, аркан влюбленная, еще один старший. Это еще и выбор. Или это какая-то любовная история. Насколько и как далеко мы готовы пройти в определенных отношениях, а может быть у кого-то с учетом Верховный Жрец и всех вот выпадающих карт, когда вы вообще меняете какую-то парадигму жизни. Может быть, на кону ваш какой-то переезд даже стоит, и вы думаете, ехать, не ехать, соглашаться мне на что-то или нет. Этот выбор будет сделать совсем непросто. И влюбленный это не всегда какая-то сепарация, скорее всего, опять же, поиск баланса в целом на ноябрь – это основная тема. Может быть, вы чувствуете, что в данный период времени какая-то обстановка, она сама по себе двойственная, непонятная. Я не могу что-то просчитать. Но есть еще и по аркану влюбленные. Чиро Маркетти нам прорисовал буквы иврита. И эта буква Зайн обозначает меч. И понятно, меч – это где-то вот эта десятка мечей или где-то от чего вы откажетесь? От конфликта какого-то откажетесь. Быть дипломатом как будто придется. Может быть, тогда правильнее будет выбор. Или не разрушить что-то, карта тогда тоже говорит. Отказаться, может быть, от вот этих более холодных энергий, или когда мы на чем-то настаиваем. Ведь аркан влюбленный нам о чем всегда говорит? Сепарация только
иллюзия. Примите это к сведению. Тут неизвестно, будете вы от чего-то отказываться. Я бы сказала, скорее, вы будете как-то правильно взаимодействовать. И это тема номер один. А если отказываетесь, то уже это очень продуманное решение. Это какая-то прежняя история или данность, когда она проверена на 1000 раз. Вот эти 2 десятки как завершение. Это уже как бы логический итог, логический исход какого-то либо дела, либо отношений. Но вот итоги вы правда подводите. Что скрыто? Вот вы не должны с кем-то поссориться, мои дорогие водолеи. Все же посмотрите, у вас карта Иерофант, часто где-то нашу семью, это наши близкие, это те, или наш уклад где-то жизни, это то, что уже, в принципе, в нашей жизни существует, присутствует. Аркан прекрасный, ведь шикарные карты вам выпадают. Но вот откажетесь, влюбленные, может быть, выбор-то как бы есть, но что скрыто? Карта счастья, карта радости, полного баланса. И значит, где-то по финансам вы можете неправильный приоритет выбрать, все-таки это в чем риск. Или потратиться не в том направлении, или в принципе куда-то вложиться, а следом пришла какая-то новость. Правда, меняется что-то вокруг нас. И вы можете пожалеть, что я раньше времени вложился куда-то, заплатил за что-то. Я не имею в виду какие-то долги в банках или то, что необходимо вот именно подвести к знаменателю, а именно какие-то новые начинания. Тут, пожалуй, планировать начинание шикарно, но приступать к осуществлению нет. Скорее, по пажу мечей он учится, собирает информацию. Но у кого-то и в личной жизни, правда, с кем-то. Если есть люди очень важные в вашей жизни, ну, найти какое-то среднее арифметическое. На кону ваше счастье. Может быть, у кого-то на кону семья. И тогда слушайте свою душу, подсказки собственной интуиции. Не рискуйте где-то, что скрыто. Здесь какая-то возможность может быть, как построение счастливой семьи. Для тех, кто один или одна, это вы в этот период можете даже встретить кого-то. Или у вас могут, ведь это у нас ретро, большой как период, и вам могут, как пространство, вернуть некоторые ваши контакты, может быть, друзей, которые из прошлого, которые какое-то время, либо у вас прекратилось общение, либо человек пропал, и этому тоже 1000 причин. Вы, может быть, и успели о ком-то забыть и не думали, а тут человек может вернуться. Или какая-то история потребует от вас пересмотра, доработки какой-то и с чем-то определиться. Не торопитесь, как и, вы знаете, делать важные вложения, крупные особенно. И также не торопитесь какие-то важные связи разрывать. И даже если определенно какая-то личная история, допустим, ну не идет, уже подходит к завершению. И может быть у кого-то с учетом тройки кубков один союз распадается или он уже распался какое-то время прежде. Но, значит, сохранить дружеские отношения будет тоже важно. Нет конфронтации. Что вам помогает? Еще раз нам десятка жезлов, да, какое-то будет напряжение, как и физическое, может быть, и где-то будет напряжение интеллектуальное и напряжение, знаете, когда много эмоций, много желаний, хочется действовать, но все же, опять же, завершение и все то, что я уже сказала, по десятке жезлов нужно учитывать. То, что можете, делегируйте кому-то. Но вот есть определенные какие-то ваши темы в жизни, которые наиболее острые и важные для вас. Вот этому нужно отдать приоритет и поставить какой-то таймер на самосохранение. Может быть, думать или делать такой своеобразный отчет. Если я сейчас этим занимаюсь, для меня это будет актуально лет через 5, а через год, а через полгода, а через 1 месяц. Таким образом вы можете профильтровать степень важности того или иного занятия, потому что как будто вот разрываться придется, мои дорогие водолеи. Ну, нечего добавить, правда. Давайте я... А посмотрите, как здорово. Да вы прекрасное будущее строите. Дворец монет. Чиро Маркетти прорисовал вот эти арканы как дворец. И это у нас стихия Земли.
И это у нас настоящий дворец, наш дом, наша уверенность. Все то, что проходит по аркану Верховный Жрец, уверенность в сегодняшнем дне и в завтрашнем. Это, безусловно, финансовая какая-то составляющая. Это то, что присутствует в нашей реальной жизни. И вот этот совет, будет ли иметь значение, да, и по убывающей через полгода, через месяц, вот то, что я говорила, это будет действительно такие вопросы актуальны. Вам нужно разобраться максимально между тем, что бы вы хотели создать, и вот сейчас не упустить какой-то момент. Может быть, себе не навредить тоже. Деньги есть, деньги будут. Может быть, у кого-то, как получение новой должности, в соответствии с этим увеличивается ваш доход. У кого-то из вас важные банковские согласования, они тоже как раз могут проходить. Но это мы отстраиваем свое надежное будущее. Как и определяемся в сегодняшнем моменте, если мы используем это как карту совет, но еще и как карта итог, когда вы подводите этот итог и с большим оптимизмом и определенностью. У вас уже как будто за период, наверное, ноября, может быть, это и самый конец где-то, вы уже видите очень важную составляющую в моей жизни, в вашей жизни, что вы будете продолжать или в каком контексте, в каких энергиях, а что уже словно прошлое оттолкнулось от вас. Шикарные карты, но я не могу сказать, что период простой. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.